Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня очень вкусная гречка с мясом, луком и морковью. Очень вкусно. Мяско получается нежнейшее, гречка рассыпчатая, очень вкусная, просто одно удовольствие. Вот кто любит гречку, готовьте такую. По этому рецепту вы за полчаса приготовите очень вкусный ужин. Поехали готовить. Начнем готовить. Друзья мои, вот здесь у меня 300 грамм мяса, которое я порезала на сантиметровые кубики. Займемся овощами и параллельно я расскажу, что у меня здесь 200 грамм лука. Я его буду резать мелким кубиком. Еще нам понадобится 30 грамм сливочного масла, растительное масло, 250 грамм гречневой крупы и специй, чайная ложка соли и по пол чайной ложки сухого чеснока, кориандра молотого и паприки. А еще у меня 100-граммовая морковь. Вот и все продукты для гречки. И морковь я режу кубиками. При желании можно натереть на терку. Друзья мои, при необходимости гречку промойте. Бывает гречка, которую не надо мыть, а бывает гречка, которую надо мыть. Вот мою надо мыть. Все, идем готовить. Начнем готовить. В сковородку наливаем 6-7 ложек растительного масла. И в разогретую сковородку отправляем мясо. И буду обжаривать в течение 5 минут на среднем огне. Периодически буду помешивать. 5 минут прошло, влага выпарилась и осталось только масло. Добавляем лук и будем с луком обжаривать 5 минут. Лук должен смягчиться, стать прозрачным, слегка подрумяниться. Но не забывайте помешивать, чтобы он не сгорел. Не забываем перемешивать. 5 минут прошло, лучок подрумянился. И выкладываем морковку. Одновременно с морковью добавляем чайную ложку соли без верха, пол чайной ложки паприки и по пол чайной ложки кориандра и сухого чеснока. Я перемешаю и буду обжаривать еще примерно 2 минуты. Пусть морковочка слегка обжарится. Все так же готовлю на среднем огне. Все, морковь обжарилась. И я добавляю 2 стакана кипяченой воды. У меня был вот такой стакан гречки. И я добавила 2 таких стакана кипятка. Потому что гречка готовится 1 к 2. 2 стакана воды, 1 стакан гречки. И сейчас вот эту массу я буду варить под крышкой в течение 10 минут. У нас ведь задача получить нежную, очень мягкую гречку. И мясо должно быть таким же нежненьким, мягеньким и вкусным. Все, варим 10 минут. 10 минут прошло, пробуем на соль. Идеально. Чайной ложки достаточно. Но если вы любите более соленую еду, добавьте еще. Мне нормально. Друзья мои, у нас 5-7 минут обжаривалось мясо на среднем огне. Далее мы добавили лук. Это еще 5 минут готовилось. Когда мы забросили туда морковь, мы 2-3 минутки еще обжариваем. Итого собралось 15 минут. Это то время, когда мясо готовилось. И плюс сейчас оно еще 10 минут варилось. Любое мясо за это время, порезанное вот таким мелким кубиком, приготовится. А поэтому можно смело вносить гречку. Гречки был стакан. Это 250 грамм. Я ее промыла и отправляю вот сюда в сковородку. Разравниваю по поверхности, не перемешиваю. Добавляем сливочное масло 30-50 грамм. Можете вообще не добавлять. Это абсолютно по желанию. Закрываем крышкой. Сейчас доведу до кипения. И сразу уберу огонь на минимум. И на самом маленьком огне буду варить в течение 10 минут. Но я должна видеть, что какой-то процесс готовки там идет. Чтобы это не просто стояла гречка, залитая водой, а она должна по-любому кипеть. Вот посмотрите, закипает. Убираю огонь на минимум. Но процесс готовки продолжается. И через 10 минут встретимся. Друзья мои, 10 минут прошло. Вот в таком состоянии сейчас у нас гречка. Сверху влаги никакой нет, но здесь она в достаточном количестве. Выключаем огонь, закрываем крышкой и даем ей отдохнуть 10 минут, после чего будем кушать вкусную гречку. Ну что, друзья мои, гречка наша отдохнула. Сейчас можно ее всю перемешать. Все хорошо перемешиваем. Сочная, рассыпчатая. Посмотрите, красота. И накладываем. Красота.
Это еще так вкусно. Готовьте. И не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока.